like some of what we did too. Anyway, here's a song called Keep On Choosing. Всем привет из Питера, города, где даже дождь поет как мелодия. А разговор у нас с вами, друзья, сегодня про группу, которую у нас называют ласково и без акцента Creedence. Хотя на самом деле полное их имя Creedence Clearwater Revival. Для непосвященного уха это звучит как заклинание шамана из Луизианы. А на деле это были просто парни из Калифорнии, которые хотели, чтобы название было похиповее, посолиднее и чтоб с намеком на чистую воду и возрождение. Ну, возродились, не подкопаешься. У нас их знают в основном по одной вещи. Have you ever seen the rain? Причем некоторые до сих пор свято верят, что это спели Смоки. Ну, бывает. Спорить не будем, пусть живут с этим. Но для меня лично Creedence это не просто группа, а группа, которая в кино цитирует чаще, чем Высоцкого в «Подворотне». Особенно Голливуд. Потому что для Америки они не просто музыка, а символ. Там, понимаешь, и рок, и фолк, и блюз, и кантри. И все это дело смешали. Получился такой болотный рок. Свэмп-рок. Даже пахнет тиной и виски. И до того у них звук был южный, что многие думали. Ну точно, парни из Луизианы. А некоторые даже всерьез полагали, что они чернокожие, а они калифорнийцы. Представляете разочарование? Говорят, один фанат так обиделся, что взял и спалил их пластинки, мол, обманули, не южане. Жестоко, но искренне. И вот вам деталь. В четвертом «Крепком орешке» Брюс Уиллис все время слушает именно Creedence. И это не просто так. Это код. Если герой слушает Creedence, значит он правильный, старый американец, надежный как лом. Creedence Clearwater Revival. Ну что ж, давайте знакомиться с действующими лицами. Значит так, Стью Кук, Дуг Клиффорд и два брата Фогерти, Том и Джон. Команда мечты, как сейчас говорят. Только тогда никаких команд мечты не было, а было желание играть рок-н-ролл. И такое упорство. Том, например, уволился с работы, просто встал и ушел. А Стью продал машину. И это, между прочим, был не запорожец с пробегом, а подарок папы на вручение диплома. Папа, наверное, долго потом смотрел в окно и курил, но Стью сказал: «Пап, извини, нам нужно репетировать». И продал. Вот это я понимаю преданность искусству. И когда в том же 67 году Сол Зенц, хозяин фирмы Фэнтези, протянул им контракт, кабальный, как галеры 17 века, они даже не моргнули, подписали, потому что выбора не было. И потому что хотели играть. А теперь про название. Это отдельная история. Creedence — это имя подруги Тома. Creedence Newble. Красивое имя, правда? Сразу чувствуется надежность и цельность, как говорили сами музыканты. И заряд положительной энергии, куда ж без этого в 67-м. Clearwater — это из рекламы пива Olympia Beer. Но поскольку время было такое, зеленое и чистенькое, слово отлично легло на волну движения в защиту природы. Хиппи одобрили. Ну и ревайвал, возрождение. Потому что группа к тому моменту уже 4 года как существовала, и возродиться было самое время. Прямо как птица Феникс, только с электрогитарами. Сначала главным был Том. Пел, вел коллектив. Но потом он посмотрел на младшего брата и сказал: «Джон, давай-ка ты. У тебя и голос, и песни сами лезут из головы». И уступил, благородно, по-братски, и оказался прав. Потому что Джон Фогерти — это был голос, который вы услышите один раз и уже никогда не перепутаете ни с кем. И песни у него были одна лучше другой. Знаете, что еще в этой группе удивительно? Они кинематографичны, даже я бы сказал киногеничны. Их музыка прямо просится на пленку. И тут, заметьте, не обошлось без вмешательства высших сил. А именно Сола Зенца, того самого, который подсунул им кабальный контракт. Так вот, Зенц потом из музыкального менеджера превратился в большого голливудского продюсера. И даже выпустил фильм «Амадей» про Моцарта.
Тоже, между прочим, парень был кинематографичный, но мы сейчас не о нем. Музыка Криденс легла на кино как родная. Особенно хорошо она идет под роуд-муви, под всякие проезды, общие планы, когда надо показать дорогу, небо и чтобы зритель понял, жизнь продолжается. Красивая картинка плюс гитара, и вот уже хочется жить, ехать и ни о чем не жалеть. И что любопытно, в большом кино они появились где-то во второй половине 70-х, и с тех пор их таскают туда-сюда уже несколько десятков лет. До сих пор, между прочим, таскают. А началось все, как часто бывает, с путаницы. Многие думают, что первым, кто догадался вставить Криденс в кино, был Фрэнсис Форд Коппола в «Апокалипсисе сегодня». Там есть сцена, вертолеты, джунгли и какая-то группа играет Сьюзи Кью. Все сразу вспоминают Криденс. А нет. Во-первых, Сьюзи Кью это не их песня. Ее написал Дейл Хокинс аж в 1957 году, когда еще рок-н-ролл только начинал отряхиваться от блюза. Криденс просто сделали кавер. Удачный, надо сказать. И до того удачный, что это был их первый хит еще до выхода дебютной пластинки. А во-вторых, в фильме играет не Криденс. Там какая-то группа из Колорадо, Flash Cadillac называется. Малоизвестная, но, видимо, Копполе приглянулись. И вот вам ситуация. Авторство не Криденс, исполняет не Криденс, а вспоминают все Криденс. Потому что у них звук, потому что это уже навсегда въелось в подкорку. Такие, понимаете, дела. А вот второй хит — это вообще отдельная история. И снова Хокинс, но теперь уже другой. Screaming Jay Hawkins. Screaming — это по-английски значит вопящий, кричащий. И надо сказать, фамилия обязывает. Потому что орал он так, что стекла звенели. А началось все с песни «I put a spell on you» или «Я околдовал тебя». Изначально это была такая трогательная, медленная баллада. Представьте, парень сидит, плачет, потерял девушку, хочет вернуть. Все чинно, благородно, почти Шопен. Но тут вмешался продюсер. Решил, что исполнителям надо бы раскрепоститься. И так их, понимаете, раскрепостил, что напоил стельку. Хокинс потом вообще не помнил, как записывал этот трек. Проснулся, а там уже не баллада, а шаманский ритуал в дельте Миссисипи. Вместо слез вой, вместо тоски заклинания. Какой-то жрец Вуду решил, что девушку надо не уговаривать, а брать измором. И спел так, что до сих пор мурашки по коже. Но и этого ему показалось мало. Хокинс вышел на сцену и появился из дымящегося гроба, с клыками, торчащими прямо из носа и с тростью, а на трости череп по имени Генри. Все это безобразие происходило аж в 1956 году, когда еще никакого Элиса Купера и в проекте не было. Так что, если кто и придумал шок-рок, так вот он, Джей Хокинс. Версия Криденс получилась, надо сказать, замечательной. Никакого кривляния, никаких гробов и черепов, все чинно благородно, но мощь осталась. И страсть, куда же без нее. Правда, успех в 68-м был так себе. Всего лишь 58-е место, не чита Сьюзи Кью, но в золотой фонд все равно попало. И правильно, потому что вещь на века. А уж где только не звучала эта песня, в каких только фильмах и не мелькала. Тут я грешным делом хочу признаться. Однажды моя супруга повела меня в кино на фильм, который я про себя назвал
энциклопедия женских фантазий с налетом легкого садомаза. Да, вы угадали, это 50 оттенков серого. Я пошел исключительно из уважения к ней. И, сами понимаете, с запасом попкорна и внутренней готовностью к подвигу. И вдруг слышу знакомая мелодия. Ну, думаю, молодцы создатели, хороший вкус. Прислушался, а поет не Криденс, Энни Леннокс. Тоже, между прочим, дива замечательная. После Сьюзи Кью Криденс взяли курс на оригинальное творчество, и правильно, потому что каверы это, конечно, хорошо, но свое оно как-то роднее. Джон Фогерти, человек творческий и дотошный, ходил с блокнотиком, записывал удачные строчки, и однажды в блокнотике появились два слова «Proud Mary», «Гордая Мэри». Джон смотрел на эти слова и думал, а какая она эта Мэри? Может, женщина? А может, пароход? Потом строчки сами полезли, и когда он дошел до «Rolling, rolling, rolling on the river», понял, все это хит, лучшее, что он написал. Так и родилась «Гордая Мэри», колесный пароход, который возил нефть по Миссисипи, времена Тома Сойера, гитарный перебор и вечный двигатель. Сингл стал золотым и занял второе место в Америке. И это, заметьте, станет традицией. Сколько бы хитов они ни выдали, первое место уплывало, как тот самый пароход мимо пристани. Второе, пожалуйста. Первое, ни-ни. И вот тут важный момент. При записи песни по группе пошла трещина. Маленькая, незаметная, но роковая. Раньше в Сьюзи Кью все пели хором, обнявшись как пионеры у костра. А тут Джон сказал: «Ребята, извините, но это мое авторское видение. Подпевать не надо». И спел один. Все промолчали, но осадочек остался. А осадки, как известно, имеют свойство накапливаться. Ну, а саму песню потом пели все, кому не лень. Но самый знаменитый кавер случился в 1971 году. Молоденькая Тина Тернер вместе с мужем Айком написали свою версию. И так ее спели, что она стала их большим хитом и, собственно, проложила Тине дорогу к славе. Итак, первый хит позади. И перед любым автором, написавшим что-то стоящее, встает вопрос: а что дальше? Как бы второй не завалить, чтобы не хуже первого был? У Джона Фогерти ответ нашелся быстро. Опять блокнотик, опять строчка. На этот раз Bad Moon Rising. Скверная луна всходит, или, если хотите, дурная луна встает. Звучит зловеще, правда? Джон задумался, а что это может значить? И тут в голову пришел старый черно-белый фильм «Дьявол и Дэниэль Уэбстер». Кто не видел, рассказываю сюжет. Герой продает душу дьяволу в обмен на власть и богатство. И там была сцена. Буря, ураган, у соседей все посевы побило, а у Дэниела колосья стоят как солдаты на параде. Красиво, но жутковато. Фогерти говорит, эта картина врезалась мне в память. Буря, перед которой мы бессильны, но я не про конец света писал. Мир и так был вверх дном. Мартина Лютера Кинга убили, Роберта Кеннеди убили, времена суровые. И вот что забавно, на такой мрачный, почти апокалиптический текст Джон написал музыку бодрую, веселую, чуть ли не плясовую. Такая кантри-зарядка под луной. И теперь, если английского не знаешь, слушаешь, и нога в такт отбивает. А на экране американский оборотень в Лондоне, где люди в клочья разлетаются, или сверхъестественное, или сумеречная зона. Полный разрыв шаблона. Ну а самый мрачный кавер, кстати, сделали в сериале про Ганнибала Лектора. Вот там уже никакой бодрости, сплошная чернуха под луной, под стать тексту.
Теперь давайте поговорим о том, как парень из глубинки, который вовсе не был никаким республиканцем, смотрел на все происходящее и просто офигевал. Джона Фогерти при всем своем имидже деревенского увольня с гитарой прекрасно понимал, что к чему. Вьетнам это, конечно, дело государственное, но почему-то воевать туда отправляют не всех. И тут он читает светскую хронику. Готовится свадьба. Джули Никсон, дочь президента Никсона, выходит замуж за Дэвида Эйзенхауэра, внука президента Эйзенхауэра. Элита, понимаете ли, голубая кровь, две касты соединяются. Джон усмехнулся мрачно и сказал, ну этих-то во Вьетнам точно не пошлют. И полез в записную книжку. А там уже давно лежало выражение «Fortunate son». Везунчик, счастливчик. Все сложилось, родилась песня, одна из самых яростных у Криденс. И одна из первых, где Вьетнам рассматривался не как военная кампания, а как социальное неравенство. Типа, ты родился в правильной семье, сиди дома, нюхай цветочки. Ты родился в простой, получай повестку и марш в джунгли. Именно под эту песню отправляли на войну Фореста Гампа. И это, заметьте, не случайность. Ну что, друзья мои, если вам по душе то, что здесь звучит и мелькает, сделайте мне одолжение. Щелкните тот самый колокольчик и не поскупитесь на палец вверх. А если уши после просмотра требуют продолжения банкета, все мелодии, что прозвучали, собраны для вас в одном месте, в моей группе ВКонтакте. Заходите как к себе домой. Хочется напрямую в эфир что-то сказать, историей поделиться или видеороликом интересным, добро пожаловать в мой телеграм-канал, там всегда на связи. И признаюсь по секрету, весь этот праздник жизни я делаю своими руками после трудового дня на одном лишь энтузиазме. Так что если считаете, что труд этот не напрасен и достоин грошика футляр скрипки, поддержать старину можно через Бусти, через ВК Донатс или просто кинув уголька в топку на карту. Все координаты, как водится, оставил на клочке бумаги под этим видео. Но не Вьетнамом единым, как говорится. Были у Криденс и темы попроще, поземнее, поприземленнее. В конце 69-го они решили поиграть в концептуальность. Это тогда было модно. Альбомы с идеей, с подтекстом, с двойным дном. И выпустили пластинку «Willie and the Poor Boys». «Вилли и бедняки». Название, между прочим, с каламбуром. Вилли — это отсылка к Винни-Пуху. Винни де Пух, Вилли. Понимаете, английский юмор тонкий, как блинчик. Но главное не это. Главное, что придумали вымышленную группу. Бедняки, которые играют на чем придется за гроши на углу улицы для прохожих. И главная песня этого альбома «Down on the Corner». Та самая с басовым рифом, который въедается в память с первого раза. Криденс, конечно, могли позволить себе настоящую бас-гитару. А вот их герои, Вилли и компания, нет. Поэтому в песне поется про инструменты самопальные. Рустер бьет по стиральной доске, или вот Руфус щиплет свой бас, а струны там из кишок. На обложке альбома все это безобразие запечатлено. Криденс переоделись в своих альтер-эго, сидят с этими досками, ведрами и кишками. И тут в разгар фотосессии у фотографа кончилась пленка. Он убежал за новой, а группа осталась одна. И от скуки. Что делать? Взяли эти доски, ведра, бас из кишок и дали настоящий концерт. Прямо там, на съемочной площадке. Импровизация, чистая энергия, никакого Голливуда. Жаль, что никто не записал. Жизнь Криденс в 69-м – это не только студия, но и бесконечная дорога. Гастроли, фестивали, самолеты, отели, потерянные чемоданы. Апофеоз всего этого безумия – Вудсток. Грязь, дождь, 500 000 хиппи и звук, от которого закладывало уши. И вот в этом круговороте родился хит «Traveling Band». Путешествующая группа. Заводной как часы с кукушкой, которая сошла с ума. Песня идеально описывала их жизнь. Жара, суета, вечный движ.
Но едва она вышла, как грянул скандал. Звукозаписывающая компания, владевшая правами на песни Литл Ричарда, подняла шум. Ага! Это же плагиат! Они сперли Good Golly Miss Molly. Басист Стью Кук, человек спокойный и рассудительный, только плечами пожимал. Ребята, если уж на то пошло, это похоже на Long Tall Sally. А если еще точнее, это просто классический рок-н-ролл 50-х. Мы не крали, мы отдавали дань. И ведь правда, рок-н-ролл, он как река, все из нее пьют, но никто не знает, где исток. Дело замяли, до суда не дошло. А Traveling Band отправилась покорять хит-парады. И заняла, конечно, второе место. Первое, как заговоренное, не давалось. Но это уже была традиция. А на обратной стороне того самого сингла Traveling Band пряталась совсем другая песня. Серьезная, грустная, с вопросом, который каждый из нас хоть раз задавал небу. Кто остановит дождь? Тогда, в конце 60-х, все дружно решили, это снова про Вьетнам. Завуалировано, метафорично, но про войну. И Джон Фогерти, кстати, эту версию разделял. Он потом признавался. Неприятно говорить, но я люблю свою страну, чувствую себя американцем. И при этом мне стало стыдно за свое правительство. Оно перестало выражать мои интересы. И интересы людей, похожих на меня. Жестко, но честно. А дома была совсем другая история. Джон играл эту песню на гитаре, а маленький сын Джош слушал. И однажды выдал с детской непосредственностью: «Папа остановит дождь». Джон переглянулся с женой и усмехнулся. Ну это вряд ли. И правда, дождь он большой, ему все равно, кто президент и какая идет война. А потом, спустя много лет, в 2012-м, Фогерти вышел на сцену в Аризоне и рассказал совсем другую историю. Про Вудсток. Про тот самый знаменитый фестиваль, где 500 000 человек утопали в грязи. И про дождь. Мерзкий, холодный, бесконечный. Джон посмотрел на мокрых, продрогших, но счастливых людей, жмущихся друг к другу под этим ливнем, и понял, и написал. Так что Who'll Stop the Rain — это не только про политику, это про нас, про то, как мы стоим под небом и ждем, когда оно перестанет лить. И знаем, что не перестанет, но все равно ждем вместе под одним дождем. 70-й год. Война во Вьетнаме все идет, конца не видно. Криденс штампует хит за хитом, и очередная песня «Run Through the Jungle» «Бегом через джунгли» снова попадает в нерв времени. Слушатели дружно кивают: ага, опять про Вьетнам. И правда, начинается все с этих зловещих звуков. Шорохи, крики, таинственные шумы. Как будто сидишь в засаде и боишься дышать. А получились эти звуки простым способом. Музыканты взяли и прокрутили записи гитары и пианино задом наперед. Никаких джунглей, одна студийная магия. А эффект — полное погружение. Том Фогерти, старший брат, говорил, что это его любимая вещь из всего репертуара Криденс. И знаете, я его понимаю. Потому что песня как маленький фильм ужасов. Держится на одной ноте, на одном рифе, но напряжение не падает ни на секунду. Нота вроде та же, а кажется, что она все время меняется. Это, братцы, и есть искусство. И вот что забавно, Джон Фогерти писал эту песню совсем не про Вьетнам. Он писал про джунгли американского общества. Про то, как оружия стало так много, что оно уже не защищает, а угрожает. Он сам, между прочим, охотник. Не противник ружей, но когда стволы текут рекой и никто не знает, в чьих они руках, это уже не охота, это беда. А песня тем временем ушла в народ и в кино. Ее цитируют чаще других. Как только на экране появляются джунгли, хоть вьетнамские, хоть вымышленные, включают Криденс. И зритель уже знает, сейчас будет жарко. Ну что ж, раз уж мы заговорили о Run Through the Jungle, самое время вспомнить и о темных водах, в которых тонула не только песня, но и сама группа, а именно о взаимоотношениях с продюсером. Сол Зенс, человек, который дал им первый контракт, кабальный, как мы помним, но выбора не было. К тому времени Джон Фогерти стал уже не просто лидером, а настоящим диктатором.
Он один решал, что играть, как играть и кому платить. И финансовые вопросы тоже решал сам. И решал их, скажем прямо, так себе. В результате, в будущем, после распада группы, все права на песни Creedence оказались, угадайте, у кого? Правильно, у Сола Зенца. Хитрый Сол прибрал к рукам все, что мог. И Джон Фогерти, автор этих песен, человек, который их спел и записал, оказался в положении вора, который хочет украсть сам у себя. Доходило до полного абсурда, когда Джон выпустил сольную песню «The Old Man Down the Road». Зенц подал на него в суд с формулировкой: «Эта песня слишком похожа на Run to the Jungle». И вы не поверите, суд принял иск. То есть человека судили за то, что он сам себя процитировал. Самоплагиат. Такого, кажется, еще не было в истории музыки. Этот процесс Джон выиграл, но радовался недолго, потому что Зенц подал новый иск, на этот раз за оскорбление личности. А дело было в том, что Джон написал песни «Mr. Greed» и «Zance Can't Dance». И если вы догадались, что Занц это намек на Зенца, то вы догадались правильно. Продюсер там был выведен в образе жадного и не очень симпатичного персонажа. Суд постановил штраф и исправление текстов. Пришлось Фогерти переименовать песню. Так Zance Can't Dance превратился в безобидного Vance Can't Dance. Никакого намека, одна фонетика. Ну а мы возвращаемся в 70-й год. И чтобы мрак Run Through the Jungle совсем уж не давил на психику, на обратной стороне того же сингла Джон Фогерти поместил вещь совершенно другого свойства. Up Around the Bend. Оптимистичная, бодрая, с гитарой, зовущей в дорогу. Мол, не все так плохо, ребята. Есть еще надежда. Где-то там, за поворотом, светлое будущее, или хотя бы его видимость. И тут выяснилась забавная лингвистическая деталь. Английский язык штука хитрая. В Америке и Англии он иногда расходится, как два корабля в тумане. Метро, underground или subway, осень, autumn или fall. Мелочи, но для понимания важные. И вот Creedence приезжают с гастролями в Великобританию, а там журналисты вдруг начинают переглядываться и хихикать, потому что для англичанина выражение «around the bend» означает не на пределе и не за поворотом, как думали американцы, а сходить с ума. Ну знаете, «he's gone around the bend» — это про человека, который окончательно двинулся крышей. Пришлось Джону объяснять прессе: ребята, мы имели в виду совсем другое. Мы про надежду, про дорогу, про то, что все будет хорошо, а не про то, что мы все тут психи. Англичане, понимающие, кивали, но улыбки скрыть не могли. Так и осталась эта песня с двойным дном. Для Америки гимн оптимизму, а для Англии легкий намек на то, что рок-музыканты вообще ребята с приветом. А теперь про песенку, которую я грешным делом очень люблю. Веселая такая кантри-штучка с настроением, с улыбкой. Называется «Looking Out My Back Door», выглядывая из черного хода. И с ней вышла та же история, что и с Lucy in the Sky with the Diamonds у Битлов, помните? Все сразу зашептали: наркотики, ЛСД, расширение сознания. Ну, не могли же трезвые люди написать про счастливые создания, пляшущие на лужайке, и про динозавра-проигрыватель, который слушает Бака Оуэнса. Джон Фогерти, когда услышал такие обвинения, впал в ступор. Он вообще не понимал, о чем речь, потому что если Битлы в те годы действительно экспериментировали с кислотой, то Криденс на их фоне были просто образцово-показательные мальчики. Ни хронических алкашей, ни наркоманов, отели не громили, девочек через спальни не гоняли, они работали как стахановцы, писали музыку, записывали, гастролировали и все. А песня эта родилась из совершенно другого источника. Джон написал ее для своего маленького сына,
чтобы развеселить, чтобы поиграть. А вдохновлялся он детской книжкой «Угадайте, что я видел на улице Малбери». Там такие же веселые, нелепые, добрые картинки. И никакой кислоты, только папа с гитарой и ребенок, который смеется. Жаль, Льюис Кэрролл не дожил. Ему бы тоже прилетело за Алису. К 1971 году внутри Криденс все скрипело, как несмазанная телега. Джон Фогерти тянул одеяло на себя, и это никому не нравилось. И первым сломался старший брат. Том собрал вещи, посмотрел на всех и сказал коротко «Адьё». Джон, скрипя сердце, попытался наладить мир. Предложил демократию. Давайте, мол, теперь все будем писать песни. Хотите клавиши? Будут клавиши. Духовые? Пожалуйста. Женский вокал? Найдем. Альбом назвали «Маятник». Символично, черт возьми. «Маятник» качнулся в сторону сложных аранжировок и больших оркестров. Альбом вышел неплохим, но самая главная песня родилась вообще без наворотов. За одну сессию, без репетиций. Сходу. Have you ever seen the rain? Видел ли ты когда-нибудь дождь в солнечный день? Джон потом рассказывал. В бухте Сан-Франциско такое бывает часто. Солнце светит и вдруг дождь. Крупные капли, радуга, ветер через золотые ворота. Красиво и грустно. А потом добавил. Криденс — это были наши солнечные дни, а теперь пошел дождь. Маятник качнулся в другую сторону. И мне кажется, остальные тоже не поняли, что эта песня про наш конец. Внешне все выглядело иначе. Альбом стал платиновым еще до выхода. Предзаказы огромные. Битвы уже развалились, и Криденс объявили самой коммерчески успешной группой мира. Правда, Сол Зенс наверняка уже потирал руки, а слушатели, как водится, услышали свое. Одни опять про Вьетнам и падающие бомбы, другие про конец 60-х и рухнувшие надежды, но все соглашались, что песня отличная. Ну а дальше все пошло под откос. После «Маятника» группа выпустила еще один альбом, самый слабый, коммерческий провал. И стало ясно, без Тома Фогерти Криденс уже не Криденс. Потому что раньше братья писали вместе, а Стью Кук и Дук Клиффорд только играли. Хорошо играли, но не сочиняли. В октябре 1972-го группа официально развалилась, просуществовав 5 лет. И оставив после себя золотой фонд американской рок-музыки, но это потом. А тогда скандалы, взаимные претензии и полное банкротство. Представляете? Группа, которая озолотила лейбл фэнтези и лично Сола Зенса, сама оказалась у разбитого корыта. Басист барабанщиком обвинили Джона в том, что он слишком дружил с Зенсом, и что из-за этой дружбы не подписал бумаги, которые могли бы смягчить кабальный контракт. А потом еще и ввязался в какую-то авантюру, которая лишила всех сбережений. 5 лет судов, 8 миллионов долларов присудили музыкантам, которых они, заметьте, так и не увидели. А отношения между бывшими коллегами стали хуже некуда. Дальше безрадостная хроника. Том Фогерти выпустил несколько альбомов, симпатичных, но не громких. А в 90-м году его не стало. СПИД, вызванный переливанием зараженной крови. Печально, обидно и бессмысленно. Кук и Клиффорд занялись сессионной работой, а в 90-х собрали трибьют-группу. И снова суд. Снова разбирательство, на этот раз Джоном. Суд разрешил им использовать название, а Джон на церемонии введения в зал славы рок-н-ролла в 93-м году просто не вышел на сцену. Коллеги узнали об этом на саундчеке. Вот так, без предупреждения, без объяснений, просто сюрприз. А что же сам Джон? После распада группы он занялся сольной карьерой и довольно успешно. Но был один нюанс. На концертах он отказывался петь песни Криденс.
Не потому, что не любил, а потому, что за каждое исполнение надо было платить отчисления Fantasy Records. А с ними у него были свои счеты. И так продолжалось много лет, пока наконец контракт с Fantasy не был выкуплен. Но в середине 80-х Фогерти вообще исчез из виду. Судебные разбирательства с лейблом и бывшими коллегами отняли столько сил, что стало не до музыки. А потом, в 97 году он вдруг выходит с пластинкой Blue Moon Swamp. И все ахают. Голос тот же, энергия та же. Как будто и не было этих лет молчания. А в новом веке случилось то, чего никто не ждал. Soul Dance продал свою долю в компании, и Джон Фогерти подписал новый контракт с тем же лейблом. Теперь он называется Fantasy Concord, но суть та же. Круг замкнулся. И теперь на концертах Джон поет все. И старые хиты Creedence в первую очередь. Потому что публика ждет именно их. Так что справедливость, может, и не восторжествовала полностью, но хотя бы сделала шаг в нужную сторону. А музыка осталась. И это главное. Creedence – истинная красота и классика рока. Это, по сути, авторская народная американская музыка середины конца 20 века. Энергия, радость, пример подлинного служения и убежище для души. Creedence – это любовь с первого взгляда. И если тебе однажды повезло узнать эту любовь, она с тобой навсегда. И вот парадокс. Группу, которую в Америке считали своей до мозга костей, у нас приняли как родную. Потому что музыка, если она настоящая, границ не признает. Она как дождь, льет когда надо и смывает все лишнее. А что остается? Остается Джон Фогерти с голосом, который не спутаешь ни с чем. Остаются те самые рифы, от которых внутри что-то закипает. И остается вопрос, который он задал полвека назад. Кто остановит дождь? Да никто. И не надо, пусть льет, мы все равно будем слушать. До встречи в эфире и да хранит вас рок-н-ролл. Thank you very much. Oh, you're awesome. Good night, y'all.